Первое, что нужно сделать, это смириться с конверсией, со статистикой конверсии. Ничего ты не поделаешь, как ни крути, минимум нужно фигачить. Upwork не будет с тобой дружить, не будет тебя продвигать, так сказать, если ты не будешь каждый день видеться, если Upwork не будет понимать, что у тебя это основная работа. К примеру, так называемая, да, SEO-оптимизация, когда у тебя есть веб-сайт, который тебе нужно оптимизировать под выдачу в Гугле, и ты там настраиваешь это, во-первых, это похоже, как ты оптимизируешь свой профиль и свое портфолио, свои там cover letter под название джоб-постов и скиллы, которые упоминаются. И так же самое, ну, то есть это вариант оптимизации твоих профилей. Также у нас идет Upwork, работа с Upwork в том плане, что тут похоже, как говорят про соцсети. Если ты хочешь на YouTube развить свой канал, если ты хочешь Instagram, TikTok развить, то тут важна стабильность. Вот тут в Upwork тоже. То есть ты фигачить нужно каждый день по 5-10 пропозалов. И тут Upwork как бы понимает, окей, значит, эти ребята серьезно настроены, это у них стабильность. То же самое, как в YouTube, когда тебе говорят, ты развиваешь свой канал, ты должен выкладывать каждый день видос или там каждую неделю стабильно видос, шортс и так далее. В Инстаграме каждый день видос, тогда твой профиль будет набирать как-то обороты и будет продвигаться. Тут то же самое. Нужна стабильность, или тебе нужно постоянного лидгена, нескольких лидгенов, которые будут эту стабильность поддерживать и круто это делать, или тебе нужно решение, похожее на Гиградар или этот Гиградар, чтобы всю эту стабильность поддерживать в автоматизированном режиме. И с конверсией Upwork мы ничего не можем поделать в том плане, что повлиять существенно не можем. Только уже, ну, если у тебя там совсем нету ответов, то, конечно же, это выходит из статистики, что-то ты делаешь неправильно. Но если у тебя плюс-минус со 100 пропозалов идет 10 ответов, то это нормальная статистика, и ничего ты с этим кардинально поделать не можешь. Разве что вручную там супер-супер много времени тратить и анализировать все-все-все очень сильно, и супер профиль свой настроить, и тогда ты, да, тогда ты можешь там конверсию в ответ увеличить, наверное, процентов до 30, окей, но это настолько трудозатратно по времени и ресурсам, что я не знаю, что для этого нужно делать и сколько времени на это тратить. С этой мыслью я и выходил на Upwork в формате агентства. У меня был опыт работы с лидгеном, мы пробовали, щупали, ничего так и не получилось. Отправили там около, не знаю, около сотни заявок за месяц, получили некоторые отклики, получили некоторые интервью, но они не привели ни к одному контракту. И, по сути, даже все равно, если смотреть возвращаясь к статистике конверсии Upwork, что в моей нише около 1,5% от всех пропозалов идут в контракт, то мне просто нужно в любом случае отправлять 10 пропозалов в день, и это минимум, это минимум. По-другому просто нет смысла. И когда я это для себя осознал, я понял, окей, без лидгена или другого какого-то варианта формата я просто не смогу работать, я не смогу сам отправлять 10 пропозалов в день. Это действительно трудозатратно, учитывая, что я сам еще занимаюсь переговорами с клиентом, продаю, да, продажи веду, и техническими заданиями, подготовкой проектов. А если там какие-то нужно тестовые примеры привести, то я и сам могу и выполнять эти работы. Соответственно, когда я для себя осознал, что я должен, что есть конверсия, и чтобы получать эти заказы, мне нужно отправлять минимум 300 пропозалов, да, 10 пропозалов в день, я для себя посчитал, сколько это будет в коннектах, сколько это будет в долларах на коннекты, это основная у нас статья расходов. Вторая статья расхода – это лидген или, как вариант, в моем случае, Гиградар. Я пошел искать лидгена, я уже понимал, что нам нужно делать, какие отчеты и какую статистику вести, и как подготовить лидгена к тому, чтобы в моей нише правильно бидиться. Как раз пока искал лидгена, я с Гиградаром и познакомился. И когда я понял, посмотрел демо, получил и пощупал сам, как там можно настроить и что там можно делать, я понял, что это действительно хорошая альтернатива. И в моем случае, после неуспешного опыта работы с лидгеном, я прям был в восторге, потому что у меня, во-первых, в любом случае это обязаловка 400 пропозалов в месяц, и я для себя смирился. Окей, я отправляю 400 пропозалов, у меня тратятся деньги на коннекты, и из этих 400 пропозалов я должен иметь от 4 там, до 10 контрактов в месяц, учитывая конверсию. И с этой мыслью я и пошел работать с Гиградаром. Сейчас я зашерю, покажу тебе. Вот, собственно, страница моего агентства. Тут у нас, считай, что с Рождества
У нас тут в 20-х числах декабря. Ну, короче, почти с Нового года у нас первый контракт был. Вот сейчас заработано 10 плюс. Это, считай, за 4 месяца. Но учитывая, что еще несколько контрактов были взяты на профиле фрилансера, потому что клиенты, которые возвращались, они там случайно ткнули хайр не через агентство, а хайр через фрилансера. И получается, что тут около 12 тысяч получается за 4 месяца. Если возвращаясь к самому Гиградару, да, у меня получается здесь интерфейс, в котором я работаю, и в котором я отслеживаю свою конверсию, статистику и все-все-все. То есть к интерфейсу поиска работ на Upwork, поиска заказов на Upwork я даже не возвращаюсь, и у меня ну, я даже не помню, как здесь что выглядит. Если сравнивать с Гиградаром, то тут немного ограничены возможности поиска. Если мы здесь будем смотреть по странице, по клиенту, то тут, если бы я был литгеном, то мне приходилось бы заглядывать в каждый джоб-пост и анализировать это. То есть здесь в Гиградаре он берет не только, получается, информацию со страницы поиска с этих фильтров, а еще и информацию со всех внутренних джоб-постов и сразу тебе дает эти фильтры. И ты можешь сразу настроить эти все моменты. Короче, очень важно то, что литгену приходится анализировать вручную, глазками просматривать, проверять все работы, то тут это сразу предустановлено в фильтрах, и ты для себя можешь выставить и работать. Это то, что мне понравилось. Потом биддинг у меня идет 400 в среднем пропозалов в месяц, и я фигачу, настрою фильтры и просто отслеживаю статистику. Если я вижу, что у меня что-то не так, вот наша статистика по фрилансерам, с 2 профилей я подаюсь, и вот моя статистика по общей статистике. Вот у меня здесь просмотры отображаются. Короче, интерфейс очень удобный, и много чего я могу отслеживать прямо отсюда. Своя CRM-ка, которая тебе дает всю твою статистику, всю твою информацию. Тебе, по сути, я захожу на профиль сюда только чтобы 2-3 вещи, чтобы общаться с клиентами, менять какую-то информацию или выводить деньги. Все. То есть для биддинга, для всего остального я сюда, или для отслеживания статистики я сюда не захожу. У меня все здесь. Далее. Бидимся мы круглосуточно. Мне не нужно про литгену ставить график, подавайся там с утра 3 пропозала, днем 3 пропозала, вечером 4 пропозала. Бот анализирует постоянно и фигачит мне заказы. Далее, фильтры, анализ, биддинг – это прям отдельное тут искусство, потому что у меня здесь, к примеру, одним фильтром может покрываться сразу десяток фильтров Upwork, потому что если здесь у меня тут я посохраняю, к примеру, себе какие-то фильтры, видеоэдитинг и так далее, то у меня, вот у нас идет сочетание, то есть это первое слово, это второе слово, и какое-то из них. Получается, у меня тут вариантов тут 10-20, сколько, не знаю, видеос, эдитор, видео-эдитинг, видео-эдит, видео-креатор, видео-продакшн. И также самое контент. Контент-эдитор, контент-эдитинг, контент-эдит, контент-креатор, контент-продакшн. Помимо этого у меня идет исключение, все, что там связано с нерелевантными для меня заказами, я сюда фигачу в исключение. То есть у нас, получается, очень важные параметры ключевых слов и скиллов, которые мы работаем, и, соответственно, очень важные параметры клиента. К примеру, я не хочу подаваться на новых клиентов, я себе поставлю, что я общаюсь только с клиентами, которые от $1000 потрачены и так далее. Это уже мои пожелания, то, с кем я хочу работать. И, как видишь, у меня здесь фильтров, посмотри, идут нишевые фильтры, к примеру, анимация 3D, анимация 2D. Если мы вбили видеоэдитинг, то это не значит, что мы на все подаемся, а это значит, что мы вот здесь вот уточнили, что это промо, corporate explain, то есть это какие-то рекламные ролики, не просто, то есть свадьба мне сюда не попадется. И исключили тоже ненужное, там, short-form контент в этом фильтре у меня не подается. То есть я нишуюсь, во-первых, по технологии, во-вторых, я могу нишеваться по нише клиента. Вот это как раз то искусство, которое прям, от которого я в восторге в формате Гиградара. К примеру, я себе создаю подпрофиль, я иду на свой профиль фрилансера и создаю себе подпрофиль, ну, специализированный профиль, который будет называться там 2D Animation, for SaaS Platforms и так далее. К примеру, я буду заниматься анимацией, и только для SaaS-платформ или каких-нибудь стартапов, неважно, там 2D-анимация для таких-то. Я делаю себе портфолио, уже какой там палец. Я делаю себе портфолио под эту нишу конкретно, пишу, ладно, cover letter отдельно вернемся, сейчас их все умеют писать, это уже такая базовая вещь. Делаю портфолио под эту нишу, делаю фильтр, который будет искать мне только клиентов, которые у нас идут стартапы или SaaS или так далее, и скиллами отфильтровываю их именно по анимации, по 2D анимации и так далее. И получается, что у меня идет best match
там чуть ли не по всем параметрам, которые возможны. У меня идет профиль, настроенный под эту нишу. У меня в cover вкладывается, в cover letter вкладывается ссылка на портфолио под эту нишу. И получается фильтр у меня настроен под эту нишу, которая как раз узко ограничена. И таких фильтров я себе могу создать сколько угодно. То есть ты видишь, у меня здесь пока чуть-чуть, но это даже, наверное, потому, что мы сейчас удовлетворены. Заказы идут, и, честно говоря, некогда даже сейчас развивать, потому что сейчас выполняем работу, которая текущая, но в перспективе я хочу эти фильтры прям очень специфически понастраивать, распределить портфолио и фигачить очень точечно. Вот и получается, что у меня я нишуюсь по фильтрам поиска, я нишуюсь по портфолио cover-letter'ам, и я нишуюсь по специализированным профилям. И таким образом я попадаю клиентам в best match, и я попадаю. Почему это именно Гиградар? Потому что Гиградар дает мне эту статистику. То есть я беру создал фильтр, придумал, на что я хочу нишеваться, и создал фильтр, и смотрю, какие у нас, он мне выдает за последние там сколько-то, 1700 работ за какое-то количество времени он мне выдал, видишь. И я себе беру, что я делаю после этого, чтобы у меня был best match с вот этими конкретными заказами, я беру себе выписываю в Excel таблицу, фигачу все тайтлы, которые джоб-постов, которые есть, и фигачу все скиллы, которые есть, которые повторяются, так, чтобы из там 100 заказов, 50 или какого-то количества заказов, которые есть на Upwork, которые появлялись, и выбрать для себя самые популярные, и вот эти моменты, самые популярные ключевые слова, и их перенести к себе в подпрофиль, с которого я подаюсь на этот фильтр, чтобы у меня best matchилось по этим ключевым моментам, по самому тайтлу профиля и по самим скиллам, которые тут у меня указаны, да, и тогда у нас будет работа, и тогда у нас, получается, будет возможность как раз повлиять на вот эту конверсию, улучшить ее, да, чтобы у тебя больше выпадало откликов как минимум, а как максимум больше контрактов шло. Вот это то, от чего я в восторге в формате Гиградара. И тут, как по мне, прям полная замена литгена. Тут все зависит от того, насколько ты внимания уделяешь именно вот этим фильтрам, насколько ты анализируешь работы и отражаешь это у себя в профиле фрилансера, и теперь мы переходим к автобидеру. И насколько ты следишь за промптами своими. Потому что у нас здесь идет, да, если возвращаться к моему опыту работы с литгеном, то по сути, ну, у нас все равно два варианта. Или это темплейтные какие-то каверы, которые ты там конструктором складываешь в зависимости от джоб-поста и категории или ниши, да, ну, это стандартно, сейчас все умеют писать каверы. Или это чат GPT, который тебе генерирует, у тебя GPT-шка, которая генерирует под твой джоб-пост, ты ему закидываешь, он тебе дает ответ, и тебе все равно нужно там довставлять какие-то свои моменты, к примеру, ссылку на портфолио и так далее. Ручками все равно дорабатывать это нужно. Или третий вариант, литген сам там может что-то написать, прям четко попасть в цель. То тут у меня получается, я закрываю для себя, ну, я эти все 3 пункта закрываю, мне не нужно. То есть у меня в любом случае и чат GPT идет, у меня есть в автобидере у меня указано, к примеру, вот эта часть, которая в скобках, это у меня промпт. И это кусок чата GPT, который конкретно уже погружен в контекст Upwork, и который понимает, что нужно проанализировать джоб-пост, анализирует твой профиль и пытается сметчить, сопоставить то, что написано в джоб-посте, и то, что у тебя в профиле, и сказать: эй, чуваки, я отлично подхожу сюда. И ты его ограничиваешь каким-то количеством символов, да, там в 500 и так далее. Короче, это промпт, все понимают, что это промпт, и это классно, окей, но у меня здесь еще и подставлена ссылка на портфолио, которая относится только к анимации. Вот это круто. То, что действительно нужно было бы делать литгену вручную, тут оно уже забито. То есть у меня в cover letter он идет, как если бы это составлял литген. У меня идет часть, это промптовая, которая была бы написана или вручную, или в чатом GPT. Потом часть, которую я бы доставил как шаблонная, так сказать, да, темплейтная часть. Ну, я даю ему параметры, которые я знаю. Я хочу, чтобы у меня каверы были не больше 500 символов, включая ссылку на портфолио и так далее, приветствие, там, призыв, call to action и так далее, эмоджи, если надо, не надо. Вплоть до того, что тут в промпте указывается, я там раньше делал, сейчас не делаем, чтобы он специально легкие грамматические ошибки допускал, потому что сейчас в многих джоб-постах пытаются, уже знают, что все пишут через чат GPT,
и пытается это как-то там отслеживать. И вот как раз если он будет легкие грамматические ошибки якобы допускать, то будет прикольно как бы элемент человечности, да, человеческого фактора. К чему я хотел сказать? Я в восторге от того, что он пишет, потому что он действительно, ну, я бы сам лично понимаю в своей сфере супер круто, хорошо, экспертно разбираюсь, я бы сам так круто бы не написал на английском, в их манере. Ну, короче, AI прям топчик, и есть смысл юзать. По сути, там для клиента он прикольно пишет, что у нас есть подобный опыт, и если он есть действительно, он это возьмет с твоего профиля, из твоего портфолио, из твоего описания профиля. Если нет, то он сам додумает что-нибудь такое релевантное. И в чем прикол? То есть вот эти вот вопросы вспомогательные, которые в джоб-постах идут, у нас в автобидере, если в промпт вернуться, то я могу или, во-первых, где они идут, вот, у меня идут список популярных вопросов, я могу на них сразу дать свой ответ какой-то, написать вручную, а могу дать ему промпт. Если промпт идет answer, то это он сам что-то выдумывает. Если я ему даю промпт какой-то конкретно по моему ну, то есть я ему промпт более конкретный даю, то он уже более конкретно напишет. Что он здесь пишет, answer от себя что-то выдумывает, что относительно промпта, я бы так не ответил. Мы возвращаемся к дашборду и смотрим, где у нас, почему просмотрен. Это все конверсия, да, видишь, нет просмотров, нет просмотров. То, о чем мы с самого начала говорили, с чего начинали, это статистика базовая по Upwork. У нас идет, вот если в ТРС была с какой-то статьи, я себе заскринил, у нас идет по нишам видеоэдитинг, у меня должно быть конверсия в прегляд 40%, у відповідь 15%. Плюс-минус она у меня вот она и есть. Сейчас в прегляд уменьшилась, но опять же говорю, это вот последние 2-3 недели, это у нас идет за последние 30 дней, у меня уменьшилась. Но так она 38 в среднем была, когда и до 42 доходила, если брали по профилям. Но сейчас мы меньше, сейчас много работы, мы меньше стали уделять внимание конверсии, просто потому что мы загружены. Вот, в принципе, что я могу сказать сейчас по Гиградару. То есть у меня идет, во-первых, базово, я могу благодаря Гиградару отслеживать все джоб-посты сканерами, отслеживать все джоб-посты в той нише, на которую я хочу подаваться, и исходя из вот этих джоб-постов отражать это у себя в профиле, это первый важный момент. Второй важный момент, это происходит, биддинг происходит круглосуточно, без остановки, без человеческого фактора, и все у тебя отчеты сливаются в твою базу, и ты можешь это анализировать, ты можешь менять, ты можешь в одном месте все это делать. И третий момент классный. Вот когда у меня работал Литген, мне не нравилось, какие Coverletter пишет. Это были полотна из GPT, из чата GPT. Опять же, человеческий фактор это было там под настроение, когда там все ок, все классно, есть энергия, это были крутые, качественные эти Coverletter, когда чувствовалось, потому что я смотрел по отчетам, чувствовалось, когда это было иногда, видимо, в спешке и не очень качественно. Я постоянно переживал за это. То есть переживание за то, что человек срабатывает некачественно, меня прям очень сильно я по этому поводу нервничал, и мне приходилось дергать постоянно. И но здесь у нас, получается, все в моих руках, я не переживаю, потому что я знаю, что это зависит только от меня, я должен настроить, я должен проанализировать, я должен задать ему классный промпт и занишевать его прям классно занишевать. И тогда у меня будет все четко, и я не переживаю. Сейчас я настолько... Получается, что у меня есть вот эти фильтры, которые мы создали еще там, ну, за первые пару месяцев работы мы их там отфильтровали, отнастраивали. И сейчас идет работа, и, честно говоря, хочется сделать прям супер, ну, перспективы у этих фильтров и автобидера прям крутые, вот как я сказал по поводу нишевания. И получается, я когда выставляю, к примеру, вот я занишевал себе какой-то фильтр и выставляю, с кого подаваться, с какого подпрофиля, Generals, Video Editing, Animation и так далее. И я выбираю на каждую нишу, на которой у меня есть портфолио, я могу создать по фильтру и приложить свое портфолио конкретно под эту нишу. И это будет попадание. То есть если клиент будет просматривать cover letter, он будет переходить по ссылке на портфолио, которое конкретно под его индустрию, под sales, маркетинг, под образовательные курсы какие-то. И это будет классно. И плюс у меня профиль будет настроен под это. Потом, если у меня, к примеру, не проходят ниши, дальше идут фильтры, которые по технологиям, которые, к примеру, это у нас идет анимация, там будет портфолио прикладываться более обширное, которое идет под эту технологию. К примеру, только 2D-анимационные ролики, 3D-анимационные ролики или там AI-сгенерированные ролики. Вот у меня там 3 ниши, которые по технологии идут. И я туда буду прикладывать. Если у меня фильтр пробивается, что человеку нужно 3D-анимация там какого-то, не знаю, города, поезда, машины, чего угодно, то я ему прикладываю сразу: чувак, смотри, у меня лучшая анимация, вот тебе примеры моей анимации. Это
Ну, то, что по сути делал бы литген, но я могу делать это автоматизированно и раз настроить и просто анализировать и так далее. Самая низшая по иерархии у меня будут фильтры, которые просто подаются на все подряд, но в моей нише. То есть это производство рекламных видео любого формата. Это анимация или эксплейнер, или AI сгенерированный. И получается, что если какие-то... Я тогда забираю все джоб-посты, которые у меня отфильтрованы по всем моментам. У меня идет фильтр по получается, сначала по нише клиента, потом по технологии, по формату, где это размещается. Самое нижнее просто, вот, что я занимаюсь рекламными видео, да, вот у меня идут рекламные видео под все подряд и под любую технологию. И получается, я этими фильтрами отсеиваю все работы, релевантные для меня, но подаюсь в конкретную работу, в конкретную нишу, конкретно прямо в цель. И я иногда слышу, там, я провожу зумы с ребятами тоже, как относительно конверсии, и некоторые недовольны опытом с Гиградаром, потому что говорят, что у нас нерелевантные заказы заходят, нерелевантные работы или нерелевантные клиенты, и фильтры работают плохо, или бидер пишет что-то неправильно. Ну, блин, чуваки, тут нужно обладать, во-первых, ну, как я понимаю, да, если брать литгена или там тебя, кто настраивает фильтр Гиградара, нужно обладать знаниями в Upwork, как там все устроено, как там конверсия происходит, и как best match происходит, и как клиенты реагируют на ту или иную вещь. Это важно. Во-вторых, отразить это нужно, эти знания в бидерах и фильтрах Гиградара. Тогда у тебя будет все ок. А если ты стандартно, темплейтно тут просто выставил какие-то фильтры, которые у тебя подаются на все подряд, да, просто видеоэдитор, все, фигачим все видеоэдиторы, и в бидере выставил какой-то промпт базовый, там идут базовые, там есть большая база знаний, и там есть базовые промпты, есть рекомендации, как свои промпты создать. Кстати, да, ты еще момент важный, база знаний, ты можешь все, ну, изучить, в принципе, как работает, потратить там пару-тройку дней, изучить, как работают все эти и бидеры, и фильтры, и статистика, и во все моменты ключевые, и отразить твои знания по конверсии Upwork именно здесь. И тогда будет best match, и тогда будет конверсия. Я даже с радостью буду проводить зумы с ребятами, у которых не получается хорошей конверсии с Гиградаром, и также с ребятами, кто преуспел в биддинге с помощью Гиградара, и хочу сравнивать свою статистику с их статистикой и смотреть, что у меня не так, что у кого-то другого не так и так далее. Еще классный момент. У нас есть сообщество Гиградара, где можно задавать любые вопросы. Мы классно тут можем делиться опытом и конкретно, то есть те, кто тут сколько, 300 или 400 участников, и они как бы с агентств, у которых там по миллиону заработано и так далее, и ты можешь поделиться своим опытом или спросить совета, эй, ребят, что мне делать с тем-то и тем-то. И тут многие спрашивают вопросы, типа, что происходит, как что делать, и это прям классно. Как только у тебя что-то не так, ну, короче, по сути, все в твоих руках, и нужно делать. Как ты будешь это настраивать, сколько ты будешь это времени уделять, ты будешь получать соответствующий возврат своих инвестиций, знаний, времени и ресурсов. Ну, и если касаемо вложений, к примеру, Upwork, когда ты знаешь, ты специалист в своей области, ты в своей сфере, знаешь, ты можешь выполнять работу, тебе нужно от хороший канал лидогенерации. Как там, тот же, многие в LinkedIn такие же бюджеты сливают, в там email-маркетинге, каких-то там, не знаю, других маркетингах бюджеты сливают тысячами долларов, потому что для них это ближе. Для меня ближе Upwork, потому что я на Запад настроен, на западного клиента, и то, чтобы это к доллару было привязано. Ну и на ремоут. Вот, соответственно, у меня Upwork прям та вещь, которую я хочу поставить на стабильный и надежный доход и на стабильный и надежный оборот. И я готов туда вкладываться в коннекты, потому что у меня уходят, ну, большие деньги только на сам Upwork, на трату коннектов. Но если мы пойдем в любую другую нишу, сферу лидогенерации, то все равно те же бюджеты, не тратя там минимум $1000 бюджета на привлечение клиентов, ты не будешь оборота иметь. Так же самое в офлайн бизнесе. У меня есть опыт офлайн бизнеса, когда у меня было несколько магазинов, сервисных центров так называемых, да, им нужно было заплатить за аренду, мне нужно было веб-сайт сделать, мне нужно было прорекламироваться, мне нужно было наружную рекламу сделать. Это прям, ну, это по $5000 только закинуть, чтобы для старта тебе нужно было хотя бы, ну, минимум открыться, а то, если брать еще и оборудование какое-то на первое время, персоналу, ну, это уже отдельный, да, отдельная тема насчет персонала оффлайн, когда у тебя сотрудники не на проектной работе, а именно постоянно на ставке и обязаны находиться на рабочем месте. Это прям
капец. Я как вспоминаю, сколько там вопросов. А тут у тебя ремоут, тут у тебя проектная занятость у твоих исполнителей и так далее. И ты тратишь этот бюджет, к примеру, там вот $1000 в месяц ты тратишь бюджет, учитывая, что у тебя 12 тысяч за 4 месяца оборота. И где ты, скажи мне, откроешь бизнес или там вложишься за 4 месяца там $5000 и сразу же в эти 4 месяца сделаешь 12, 10, 12 тысяч оборота. А если бы сравнивать с каким-нибудь девелопментом, где там проекты по 20, по 10, по 50 тысяч долларов, там это ведет дольше, чек больше и проекты дольше, и там тебе там через год ты увидишь результат хороший или через полгода. Короче, для меня это оправдало оправданные вложения и оправданный результат. И учитывая, что это еще и как снежный ком накопительным эффектом как обладает, потому что клиенты возвращаются за новыми заказами, если у тебя там все по 5 звезд идут, то, соответственно, это просто будет развиваться и становиться только больше и прибыльнее. Вот, собственно, мои мысли по этому поводу.